Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Очень хорошие новости стали поводом снять сегодняшнее видео. Наши друзья, Бавина, брат и друг Парама Никель стали отцами. Вы помните, я снимала видео Baby Shower, когда их жены были уже на 8-м месяце, я уже не помню, в июле, по-моему, in July здесь Baby Shower. Да. Вот, ну и, короче говоря, сейчас в сентябре они родили здоровых малышей. Ну, я вам попозже подробнее расскажу. Сейчас мы на парковке, собираемся ехать в город за презентами. Нам с погодой не очень повезло. Я с утра посмотрела, отличная вроде бы погода, дождя нет. Говорю, Артур, сегодня не идешь в школу, сегодня едем за подарками. А тут бац, через пару часов, пока собирались, ну, вы видите, что погода испортилась. А мне повезло, я на лошадке ехал. Да, Артуру повезло. Мы с Парамом шлепали по лужам, а Артур верхом на лошади почти весь путь преодолел. Сейчас посмотрите небольшое видео. И еще раз рассказываю, просто новичков много. Ребята, у нас Матаран это заповедник, поэтому все местные и приезжие оставляют свой транспорт здесь, на парковке, и потом уже вглубь нашего поселка, вглубь нашего Матарана идут пешком, либо на лошадях верхом, либо на рикшах. Все, Парам меня зовет, мы едем. Сейчас будем спускаться с горы вниз в город по дороге серпантин, ну, как обычно в горах. We go together. Слава Богу, спустились благополучно. Ну, дождь, в принципе, знаете, такой небольшой, совсем и теплый. Да, многие из вас спрашивают. Не холодно у нас. У нас прохладно бывает только по вечерам, когда сидишь на диване. Да, когда что-то делаешь, когда двигаешься, тогда, в принципе, не холодно. И Hi. Вот, мы первым делом, вот видите, зашли в кафе к Маночи. Это я с ним поздоровалась. Перевести дух и немножечко подкрепиться. Ну, в принципе, мы завтракали, но не упускаю возможности поесть вот такую вот вкусную, ароматную, фирменную досу от Маночи. Чиз-доса с сыром. Вы видите, здесь внизу, в городе Нерал, практически нет дождя. Все тучки скапливаются в основном над нами. Так, а мы сейчас, друзья, подошли в магазин. Здесь продаются разные строительные материалы. Хозяин отеля сейчас заказал новый стол на кухню. Ну и Парам покупаем, ну, за его деньги. Потом Параму еще в банк надо зайти. И будем выбирать. Напоследок останем приятное самое, выбирать подарки. А сейчас небольшое пояснение, интересная информация.
Значит, ни Никель, ни брат Бавина, никто не знал, кто у них родится, мальчик или девочка. Дело в том, что в Индии на УЗИ не сообщают пол ребенка. Это уголовно наказуемо. Сделано это для того, чтобы избежать переизбытка мужчин. Здесь более желаемые это мальчики в силу культурных и экономических причин. Ну а вот от девочек раньше просто избавлялись, но сейчас такого, слава богу, нет, и уже после рождения родителей ждет сюрприз. Так вот, Никель, друг Парама, все-таки хотел, чтобы у него родился мальчик, но появилась девочка. А брат Бавина мечтал о девочке, вся его семья, но появился мальчик. И меняться они не хотят детьми. Я шучу, ну на самом деле, конечно же, сейчас все рады. Главное, что дети здоровые и их матери тоже себя отлично чувствуют. Еще такой момент, пару месяцев назад под видео про Baby Shower многие из вас, мои дорогие зрители, выдвигали свои предположения, кто же у них родится. Я уже не знаю, как вы это вычисляли, может быть, по форме живота или по лицу, вот, но сейчас у вас есть возможность проверить, верны ли были ваши предположения или все-таки вы ошибались. А сейчас вы видите на видео, как пришел к нам в гости Никель, новоиспеченный отец, для того, чтобы по традиции угостить нас сладостями в честь рождения дочери. И он нам показал видео, где они встречают маму с новорожденной доченькой. Очень интересная традиция. Мы видим, как над ними проводят религиозный ритуал, пуджу. Дорогу устелили лепестками роз, очень красиво. И мы видим, как Айшвария, жена Никеля, даже расплакалась. Ну, конечно, от переизбытка чувств и эмоций. Вот, Бавин к нам тоже зашел поделиться радостью. Теперь он дядя. Его Баби с сыном тоже так встречали. Кстати, декорировал помещение сам Бавин, ну, вместе со своим другом и коллегой. Так, а сейчас еще один интересный момент по поводу имен, и потом вы уже будете продолжать смотреть нашу экстремальную поездку за подарками под дождем. Так вот, имена детям до сих пор еще не дали. Я, когда забеременела, когда увидела 2 полосочки, я уже в тот момент начала думать, как я назову будущего ребенка. А здесь нет, здесь в Индии совсем по-другому. Уже после того, как женщина родит ребенка, астролог смотрит, когда она родила, какого числа, во сколько времени, сколько минут. И после этого астролог говорит, на какую букву родители могут назвать своего ребенка. Так вот, Никелю сказал, что его дочку нужно будет назвать на букву G, ну, например, Гита. А брату Бавина астролог сказал, что на букву H, ну, например, Хусен, Халим, ну, это я, знаете, вам для примера просто, какие я вспомнила имена индийские своих знакомых на эту букву. А так, конечно, они сами решат, у них есть целый месяц для того, чтобы ломать голову на эту тему. Все, дела, в общем-то, все уладили. Сейчас пришли на базарчик, будем выбирать. Я не знаю, что здесь можно будет выбрать. На самом деле, Нерал городочек небольшой, и люди, когда, ну, там, за какими-то серьезными покупками обычно едут в Мумбаи. Но у нас сейчас нет такой возможности далеко ехать. Будем выбирать из того, что есть здесь. Я сама решила, что лучший подарок, чтобы память осталась. Вообще, в принципе, можно и деньги подарить. Но мне кажется, я сама такая, знаете, люблю, когда на день рождения или там еще на какие-то праздники дарят именно какие-то подарки. Рассматриваешь, вспоминаешь, кто тебе это подарил. А деньги подарят, и, не знаю, на еду потратишь и забудешь, кто дарил, сколько дарил. Something, maybe some clothes, maybe. Или, может быть, что-то из одежды, пора еще. No, they not. Окей, ask my mom. Ну, можно, в принципе, игрушка, но именно для маленьких детей. Вот, смотрите, нам предложили. Ну, в принципе, неплохо. Ну, я думаю, хороший подарок. Есть еще черный, я не знаю, кто покупает черный, как-то не очень для маленького ребенка. Не купили мы, решили еще посмотреть, может, какую-то сразу одежду, потому что с бабочками, ну, для девочки нормально, а для мальчика... Где ты, Артур?
Посмотри. Что-то Артуру тоже все время хочется. А. А я нет. Идет или нет? Так, вот нам что тут предлагают. Ну, тут поинтереснее. Ну и действительно это нужные вещи. Такое, видите, универсальное. И для мальчика, и для девочки. Интересно, эти шорты This is мне same, да? подойдут? Тут разные Эти цвета. шорты мне подойдут под размер. Вот такой вот мы выбрали, оранжевый и красненький. Тут кофточка с капюшоном и штаники. Как раз вот капюшончик, у нас скоро зима. Ну и вообще маленьким деткам головку все-таки оберегают от холодов, от ветра. И я всегда, когда детскую одежду смотрю, так хочется малыша. Не знаю, такие они все эти кофточки, все эти шортики маленькие, мимимишные. Я вспоминаю, как Артура тоже наряжала красиво. Но сейчас уже как-то не то. Сейчас уже такой здоровый дядька. Ребята, я же Артура родила у себя на родине. И весь первый год тоже провела у себя на родине. Ну, так получилось, что в Индии я не рожала. И мне Парам присылал 2 раза посылки. То есть в основном там в посылке были вещи для Артура. И разные там баночки, бутылочки, сосочки. Ну, в общем, все такое, очень много интересных вещей он прислал. Так было приятно, когда мы... Это все было сюрпризом. Ну, и там и кое-что и для меня было. Решили еще погремушки. Купим еще этому нашему Салманчику. Порадуем. А то вечно он играется какими-то чашками, ложками. Те, что подарочные варианты мы хотим упаковать. Тоже важно еще красиво преподнести. А погремушку для Салмана Артур пока использует. Боже мой. Артур, ты, наверное, не захочешь отдавать. Может, тебе тоже надо купить? Так, здесь видите и упаковка подарков сразу. А я уже, смотрите, себе присматриваю стикер на лоб. Я сейчас Параму говорю, помоги мне выбрать. А? This is all yours. Парам выбирать. Ой, Парам, си, Артур. Артур, И Артур, надо следить за ребенком. All people catch. Сейчас у нас такое, ну, я не хочу просто вот тут сейчас рассказывать, но особенно сегодня. Но сейчас мы особенно следим за своим ребенком. Вот, ладно, смотрите. Вот такие вот Парам для меня выбрала. Я говорю, я хочу покрупнее. Но раз уже, если украшение, то чтобы было видно. Он говорит, у нас в Индии, говорит, только пожилые женщины такое носят, вот как я выбрала. Это почему? Ну почему, не знаю. Вот, This is for you. Парам You выбрал. happy? Thank you. Чалека. Что я тоже сегодня с подарком. В общем, не удалось Параму отделаться одними стикерами. Зашли в аптеку, я себе понавыбирала. Смотрите. Крем для лица. Вот это вот хайлайтер. Опять буду экспериментировать с волосами. Осветлять. Потом защита от солнца после лановала. Я решила, что нужно даже сейчас, пока еще сезон дождей продолжается, все равно может понадобиться. И шампунь еще. Так, и сейчас мы хотим выбрать какие-то фрукты. Вот, кстати, вот сейчас сезон орехов, земляной орех. Парам их просто обожает. Ну, я, кстати, тоже очень люблю. Мы их даже не жарим, вот так вот сырыми и едим. Арахис, земляной орех, да? Правильно? Правильно я сказала. А вот, видите, здесь есть жареный, как вариант, но мы обычно покупаем вот эти вот. А Артур хочет попробовать жареные. Опять дождь пошел, ребята. Атмосфера такая удручающая. No, thank you. Так, что тут у нас на сегодня по фруктам? Вы видите яблоки. Яблоки отменные, очень вкусные, сочные. Надо их трогать всегда, потому что иногда бывают как пенопласт внутри. Эти нормальные. Как всегда, бананы. У нас в Индии постоянно сезон бананов. Папайя. И вшивые, вы видите, очень-очень вшивые гранаты. Вот это называется Coaster Apple. Я сейчас говорю Парам, я не хочу, я не очень люблю этот фрукт. А он говорит, а что, говорит, только одна ты будешь фрукты есть. Парам любит.
Вот это, по-моему, school bus сейчас, да? Парам school bus. Yes. कितना हुआ? 300. Слава богу, мы добрались, поднялись в гору. Слушайте, сегодня явно погодка не располагает к таким вот путешествиям на байке. Это было что-то. Дождь прям в лицо, вы видите, я вся мокрая и очень-очень замерзли. Только я вам сказала, что у нас не холодно, и почувствовала, ощутила на себе обратное. Очень холодно, видно из-за того, что одежда мокрая, на байке из-за ветра продрогли все. И вот будем греться возле костра. Это здесь на остановке. Мы уже пешком обратно идти не будем. Парам пошел покупать билеты на поезд. У нас в Матаране есть маленький игрушечный, как говорят здесь, как называют, поезд. Мы на нем поедем. И вот здесь, ну так он, как и той трейн, как игрушечный. И вот возле кафешки мы здесь остановились. Пока ждем, греемся. Смотрите, даже пар изо рта идет. Даже пар изо рта идет. Нифига себе. Так, ну все, мои дорогие друзья, буду закругляться. Да, и когда мы пойдем вручать подарки, я обязательно узнаю все подробности, во сколько обошлись роды. Пишите тоже вопросы. Я знаю, что они рожали не у нас здесь в Матаране, не там, где я лежала, а в частных клиниках. Так что, друзья, напишите, что вас интересует. Я обязательно узнаю и в следующей серии вам все расскажу и покажу. А сегодня все. До новых скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.